приветствую вас у себя на канале. Многие любят побаловать себя пиццей, и только единицы не страдают потом прибавкой веса и отеками от употребления белой муки и прочих вредных ингредиентов, которые добавляют в тесто. Я очень долго искала полезную низкоуглеводную замену, после которой не было бы ни грамма лишнего веса и отеков с утра. И вот сегодня я бы хотела поделиться с вами очень простым и вкусным рецептом такой а-ля пиццы на сковородке. Проще не придумаешь. Итак, начнем. Вот ингредиенты, которые нам понадобятся. Для теста возьмем куриные яйца, изоляцию сывороточного белка, в котором я не вижу ничего страшного, морскую соль и воду. Для начинки же можно использовать все, что вы найдете в холодильнике. Я сегодня взяла карбонат, болгарский перец, репчатый лук, маслины, твердый сыр, томатную пасту, домашний майонез, небольшой помидор и кокосовое масло для жарки. Приступаем к приготовлению. В глубокой миске смешиваем яйца с щепоткой соли и перемешиваем все венчиком. Взбивать яйца не нужно, их нужно довести до однородной консистенции. И далее небольшими порциями вводим изолят. Если высыпать все сразу, могут образоваться комочки. Вот тут можно взять электрический венчик. Я справилась и обычным. Воду также вводим постепенно. Тесто должно получиться жидким. После того, как все комочки разбиты, отставляем его в сторону, чтобы оно немножечко постояло. Мы же тем временем приступаем к приготовлению начинки. Лук нарезаем небольшими кубиками. Болгарский перец моем, удаляем из него сердцевину и нарезаем полосочками. Карбонат и сыр я привыкла нарезать пластинками, но сыр можно по желанию натереть на терке, тогда он быстрее расплавится. Если сыр порезать тоненько, то можно обойтись и без терки. Помидор, как и маслины, нарезаем кружочками.
Маслины можно заменить оливками, тоже будет интересный вкус. Вот и все наши ингредиенты готовы. Можно приступать к завершающей стадии. Смазываем нашу сковородку кокосовым маслом и выливаем тесто. Закрываем крышкой и буквально несколько минут готовим на самом медленном огне, потому что тесто готовится очень быстро. Переворачиваем на другую сторону наш так называемый блинчик основу. Смазываем поверхность домашним майонезом, перемешанным с томатной пастой. В томатную пасту я люблю добавлять эритрит и свои любимые специи. Иногда добавляю чеснок, иногда какие-нибудь травки, и тогда это очень сильно напоминает кетчуп. Только без всяких вредных «е». И с хорошим КБЖУ. Теперь в произвольной форме выкладываю начинку. Первым я выкладываю дольки помидора. Присыпаем болгарским перчиком с луком. Начинки можно выкладывать сколько угодно. Кому-то нравится побольше, кому-то поменьше. Тут надо смотреть уже по своему вкусу. Далее выкладываем карбонад. Можно, конечно, заменить колбасой, но это не самый полезный продукт. А карбонад у меня натурального копчения, который нам поставляет сосед. Поэтому я точно уверена в его качестве. И точно знаю, что там нет жидкого дыма. На карбонад выкладываем сыр и сверху присыпаем все маслиной. Также можно добавить еще какие-нибудь любимые специи, травки или вот как я, черный перчик. Кому как нравится. Закрываем крышкой. На самом медленном огне готовим буквально 5-7 минут, пока не расплавится сыр. Вот и все. Наша пицца готова. Выкладываем ее на тарелку и наслаждаемся. Очень вкусной пиццей. Конечно же, у нее нет такого пышного теста. Но КБЖУ этой пиццы очень приятно удивить любого. Я могу за вечер съесть половину такой пиццы, и с утра ничего не будет на весах меня удивлять. А насколько она вкусная, просто нереально. Так что всем приятного аппетита, кушайте с удовольствием, здоровую еду, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вам не трудно, а мне будет очень приятно. Увидимся в следующем видео. Пока!